Дональд Трамп остановил военную помощь Украине. В Сызрани дрон ударил по НПЗ. H&M окончательно ушел из России. Сегодня вторник, 4 марта. В студии Кирилл Седов. Подпишитесь на наш канал. Мы расскажем о главных событиях к этому часу. Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Федорищев. Правда, он указал лишь, что удар пришелся по некому промышленному предприятию. На то, что пострадал именно НПЗ, указали местные жители и ряд телеграм-каналов. В районе завода раздавались взрывы, затем там начался пожар. Однако Федорищев утверждает, что все дроны, атаковавшие регион, были уничтожены, а погибших и пострадавших нет. Минобороны тем временем отчиталась о перехвате и уничтожении 18 беспилотников над 6 областями страны. А российская армия накануне вечером атаковала дронами Одессу. Пострадали 4 человека. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям пострадали объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В городе вспыхнуло несколько пожаров. Пожарные оперативно их ликвидировали. Также российские войска ударили авиационными бомбами по селу Амельник в Запорожской области. Как сообщила ГСЧС Украины, был разрушен жилой дом. В нем находились 2 человек. Женщина смогла выбраться из-под завалов и даже отказалась от госпитализации. А мужчина погиб. Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине. Об этом пишет ряд СМИ, в том числе Bloomberg, Fox News и Politico, со ссылкой на источники в Белом доме. Ограничения введены, пока украинское руководство не продемонстрирует Трампу, цитата, «приверженность миру». По данным агентства Bloomberg, решение коснется всего американского военного оборудования, еще не доставленного в Украину, включая оружие, которое находится в пути или ожидает транзита через Польшу. Сам Дональд Трамп это решение пока не комментировал, и официальная информация из его администрации также не поступала. Это не окончательное прекращение помощи, это пауза, уточняет телеканал Fox News. Франция тем временем предложила использовать замороженные российские активы в качестве гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет издание Financial Times. План предполагает использование 200 миллиардов евро замороженных российских активов в качестве гарантии безопасности для Украины. По данным источников газеты, французские чиновники обсуждают предложение конфисковать замороженные активы России в случае нарушения Москвой будущего соглашения о прекращении огня в Украине. Предложение Франции было хорошо воспринято европейскими союзниками, однако оно еще далеко от согласования, сообщают источники Financial Times. Производитель одежды H&M окончательно ушел из России. Шведская компания ликвидирует юрлицо в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц. Добавим, что сеть работала в России с 2009 года. В 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, компания закрыла все 150 магазинов своей розничной сети в России. При этом ранее в Союзе торговых центров рассказали, что переговоры о возвращении в Россию брендов якобы ведет группа Inditex. Ей принадлежат такие бренды, как Zara, Bershka и Stradivarius. Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, бывший депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев перед смертью выпал из окна квартиры на 2-м этаже. Об этом рассказала изданию «Московский комсомолец» вдова спортсмена Индира Сайтиева. Она отмечает, что не понимает, как это произошло. Вдова заявила, что оставила мужа дома с братом и детьми, и через некоторое время он выпал из окна 2-го этажа, получив травмы таза и ребер. Сайтиев считается одним из лучших борцов-вольников в истории. Ему было 49 лет, его похоронят в Дагестане. В Чечне из-за его смерти объявили 3-дневный траур. Ксению Рапопорт сняли с постановок в 2 московских театрах. В марте в Театре эстрады и Театре Маяковского в спектакле «Эйнштейн и Маргарита» вместо нее сыграет Алена Хмельницкая. При этом Рапопорт находится в Москве и заявила, что с ее состоянием здоровья замена никак не связана. В театральном агентстве «Антракт», организующем постановку, замену назвали нормальной практикой. И все же произошедшее может быть проявлением цензуры. Ксения Рапопорт и ее партнер по постановке Алексей Серебряков открыто высказывались против войны. И это все новости к этому часу. Поставьте лайк и подпишитесь. Так вы поможете распространять наши трансляции и наши видео. Увидимся. Пока.